Приветствую всех на своем канале. Во всем мире каждый день по разным причинам пропадают тысячи людей. Иногда это связано с криминалом, иногда причины более загадочны. Многих из этих людей так потом и не находят никогда. Они исчезают бесследно, но некоторые появляются спустя дни, недели или даже десятилетия. При этом даже когда они появляются, не каждый раз удается узнать, где они были и что с ними на самом деле случилось. Весной 2011 года пропала 32-летняя жительница штата Мичиган по имени Эмбер Гервек. Женщина была в разводе и воспитывала 4 детей, а также работала по контракту на Министерство внутренней безопасности. В середине апреля дети в тот момент гостили у родственников. Она перестала показываться на работе, ее телефон не отвечал, и близкие заявили в полицию о пропаже женщины. Полиция обыскала дом Гервек, в котором она жила с детьми, но ее нигде не было, и улики указывали на преступление. Ноутбук был включен и лежал на кровати. Рядом выпотрошенная сумочка Эмбер. Все выглядело так, как будто она занималась своими делами, а потом кто-то или что-то вынудили ее все бросить и уйти. Из вещей из дома пропали только кошелек Эмбер и ключи от машины. Всего несколько часов спустя автомобиль пропавшей обнаружили брошенным на парковке у супермаркета Dollar General в Джорджии, в 600 милях от ее дома. В машине лежали ключи, кошелек и пакет с покупками из ближайшего супермаркета. На видео с камер наблюдения из магазина видно, как Эмбер делает покупки. Она выглядит здоровой и невредимой, немного неуверенной в своих действиях, но нельзя утверждать, что Эмбер чего-то боится, нервничает или кто принуждает ее. На видео женщина была одна, но в то же время в магазине камеры засняли подозрительного темнокожего мужчину в синей кепке. Он был объявлен в розыск. Его фоторобот разослан по всем полицейским управлениям. К концу первой недели после исчезновения полиция Джорджии провела тщательный поиск вокруг дома Эмбер, а также возле супермаркета, где ее последний раз видели. За этим супермаркетом начинались несколько километров дикой местности, заросшей колючими кустарниками, где легко можно было спрятать улики или тело. Полиция и родственники тщательно обыскали все вокруг, но ничего не было найдено. Спустя несколько недель дело застопорилось. Машина Эмбер была найдена в месте, где женщина никогда не бывала, на значительном расстоянии от ее дома. Однако от этой парковки было всего 50 миль до дома родителей Эмбер. Хотя они утверждают, что женщина была очень загружена на работе и вряд ли бы неожиданно собралась в поездку, не предупредив никого об этом. Отпечатков Эмбер не было в национальной базе. Она была одета в неприметную одежду, и у нее была обычная внешность. Кроме этого, у Гервек был маленький операционный шрам на животе и большая татуировка в виде ангела на правой лопатке. Спустя 3 недели после исчезновения Эмбер в полицейский участок в Джолиет, штат Иллинойс, ночью пришла женщина, которая заявила, что не помнит, кто она и откуда. Полиция и врачи скорой помощи посчитали, что у нее амнезия, и доставили ее в больницу. Когда полицейские не смогли идентифицировать личность женщины, они разместили ее фото в СМИ. Местные жители опознали неизвестную как пропавшую женщину из Джексона. Полиция проверила и подтвердила эту информацию. Приехавшие родители Гервек также опознали ее. Однако сама Эмбер не помнила ни своих родителей, ни своих 4 детей, ни то, каким образом она оказалась в другом штате и что происходило с ней все это время. По ее утверждениям, последнее, что она помнит, это то, как она играла с игрушечным медведем, когда ей было 12 лет. Также полиция пыталась выяснить, как Эмбер преодолела 600 миль без машины и денег. Токсикологические тесты не выявили ни наркотиков, ни алкоголя, следов травм или насилия также обнаружено не было. Судя по ее физическому состоянию и одежде, Эмбер хорошо питалась и жила 3 недели в нормальных условиях. Наши детективы поработали с персоналом больницы, и это действительно выглядит реальным случаем амнезии, сообщил заместитель начальника полиции Майк Трефтон. Начальник полиции также заявил, она выглядит растерянной. Действительно не знает, кто она и почему она в Джолиет. После показа фотографии Эмбер по ТВ, некоторые работники ресторанов Джолиета заявили, что раньше уже видели эту женщину в городе. Она пришла сюда в субботу или в воскресенье в 5 часов 30 минут утра, рассказывает Валентина Джордаусис, которая не заметила в поведении Эмбер ничего необычного. Она села и выпила свой кофе, прочитала газету и все. Врачи утверждают, что причиной потери памяти у Гервек могла стать физическая или эмоциональная травма или какое-либо заболевание.
В настоящее время до сих пор не ясно, почему Эмбер исчезла, где провела все это время и что послужило причиной ее амнезии. Сама женщина утверждает, что постепенно вспоминает свою прежнюю жизнь, возвращается к работе и воспитанию детей. Однако те 3 недели исчезновения все еще остаются загадкой и пугают Эмбер. Странное исчезновение Стивена Кубаки. Одним февральским утром 1978 года студент Стивен Кубаки отправился на лыжную прогулку на берег озера Мичиган. Назад он не вернулся, а когда полиция стала искать его, они нашли очень необычные следы. Это были следы отпечатков ног Кубаки, однако заканчивались они прямо у берега, при этом на льду озера никаких следов не было. Не было видно и полыньи, как если бы Кубаки провалился под лед. Вскоре неподалеку нашли лыжи и рюкзак Стивена, и было решено, что он все-таки утонул. Полиция искала тело у берега, искала в округе, но ничего не нашли. Но спустя более года, в мае 1979 года, Стивен Кубаки живой и невредимый возник на пороге дома своих родителей. Правда, что с ним случилось, он рассказать не мог, по его словам, он ничего об этом не помнит. Он очнулся буквально накануне своего визита домой и был при этом в чистом поле за 64 километра от того места, где он пропал. На нем была чужая одежда и чужой же рюкзак, и Стивен так и не вспомнил, кто ему это дал. Стивена Кубаки хотели подвергнуть сеансу регрессивного гипноза, однако он испугался, что вспомнит что-то очень страшное и травмирующее, и отказался от этого. Однако любопытно, что Кубаки после этой истории очень заинтересовался психологией и вскоре получил докторскую степень как психолог, чем он и сейчас занимается. Исчезновение Эмбер Смит. Двухлетняя Эмбер Роуз Смит пропала всего на сутки, однако ее случай один из самых странных и интригующих. По словам ее отца, в день пропажи девочка, как обычно, была в доме, в своей комнате, и играла там с куклами. Это было в округе Ньюэйга, штат Мичиган, 8 октября 2013 года. Отец Эмбер сидел рядом с ней и принимал участие в игре. Лишь на короткое время он вышел из детской комнаты в туалет, чтобы вернуться обратно через несколько минут и не найти там свою дочь. Эмбер исчезла. Отец решил, что кто-то за это время залез в дом и похитил ребенка, как бы странно это ни звучало, ведь он ничего необычного не заметил и не слышал никаких подозрительных звуков. Полиция, однако, посчитала, что ребенок сам мог выйти из дома и заблудиться в ближайшем лесу. Они сразу же начали интенсивный поиск девочки с привлечением волонтеров. Волонтеры и полицейские обшарили весь район, но следов ребенка не нашли, и никто из соседей девочку не видел. Но на следующий день Эмбер Роуз нашли живой и невредимой всего в нескольких милях от дома. Причем на поляне, которую тщательно осматривали в предыдущий день. Как она там оказалась, ребенок объяснить не смог, и у полиции тоже не было правдоподобной версии, кроме той, что Эмбер самостоятельно вышла из дома и целенаправленно ушла в лес, после чего вышла на эту поляну, когда с нее ушли волонтеры. Исчезнувший на 23 года. Утром 21 января 1987 года Габриэль Наджи, благопристойный отец 2 детей из Сиднея, Австралия, позвонил своей жене с работы и сказал, что он сегодня придет пораньше. Однако он не пришел вообще и бесследно пропал. Полиция в конце концов признала его или убитым бандитами, или совершившим суицид в укромном месте. Но в 2010 году на человека, выглядевшего как Габриэль Наджи, случайно наткнулась частный детектив Джорджа Робинсон и вызвала полицию. Когда та постучалась в двери указанного жильца, то им открыл тот, кто в самом деле оказался пропавшим Наджи. Отпечатки пальцев полностью совпадали. Однако этот Габриэль Наджи вообще не знал, что у него есть семья, жена и дети. Чуть позже у него стали появляться обрывки воспоминаний, и он вспомнил, что куда-то звонил, а после у него заболела голова, и он очнулся с кровотечением из носа. В кармане у него была карточка на его имя, но он не помнил, где живет и где работает. Он сначала бродяжничал, спал на улицах, потом работал на фермах и нанимался рыбаком на судно. В конечном итоге Габриэль Наджи воссоединился со своей семьей, но он до сих пор вспомнил очень мало. Друзья, а на сегодня это все. Пишите, что вы думаете, куда же пропадают эти люди. В одних только Соединенных Штатах ежедневно пропадает 1000 людей. Многих из них так и не находят никогда. Поддержите канал лайком и подпиской.